Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсудим последние новости, а также посмотрим на пикантные моменты между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. До возвращения наших крошек осталось 55 пятниц, 12 месяцев и 24 дня Тэхёну и 25 дней Чингуку. Я каждый день считаю дни до возвращения ребят. Мы вас очень ждем. Сегодня обсудим последние новости Вигу, а затем мы рассмотрим топ-5 пикантных моментов между Чингуком и Тэхёном. Сон Хэн Мин и Ичи Мега Кофе против Ви с BTS Compose Кофе. Каков результат рекламы Мега Кофе при участии 6 моделей и Compose Кофе при участии одной модели? Конкуренция за лидерство на рынке недорогого кофе усиливается. Однако по мощности модели Ви никогда не отстает. Это можно легко подтвердить реакцией потребителей на рекламу. Один человек, Тэхён, который набрал 40 миллионов просмотров рекламы на ютубе, обошел 6 человек, включая Сон Хэн Мина и Ичи, которые набрали 3 миллиона просмотров. Здоровая конкуренция – это всегда хорошо. Но когда у бренда модель Ким Тэхён, он априори победитель. Чингук был замечен на выпускном в другой стране. Но не мог же он проигнорировать приглашение армии. То в пиццерии в России пиццу заказывает, то по выпускным разъезжает. Может и на свое день рождения позвать этого великого мужчину. Армии уже получают мерч к Friends. Боже, ну что за прелесть такая! И там вот такой шикарный набор открыток. Обладатели набора открыток Friends Тэхёна просто счастливчики. Я бы обклеила весь дом этими фотокарточками. Мне нужны эти фотографии в HD-качестве. В третьем сезоне сериала «Бриджертоны» прозвучит оркестр-версия «Динамит Бантанов». Не смотрела этот сериал, но этот момент найду и послушаю. Логотип BTS, логотип армии в сочетании выглядит как щит. Это пуленепробиваемый BTS щит армии, который защитит BTS и армию. Эти два лого навсегда будут вместе. Когда эти двое разойдутся, мы больше не сможем защитить друг друга. Big Hit подал блестящую идею насчет нашей новой личности. Но никто не разрушит этот щит. Мы непобедимые. Кей-медиа. Хайп сейчас в кризисе. Спаситель, который всех удивит. Джин из BTS, который нагревает мир во время службы в армии, вернется. Кажется, они начинают понимать, что без Бантан им никуда, но в то же время боязно, что на Джина сейчас возлагаются такие надежды, оказывая давление. Самые прослушиваемые альбомы кей-поп-солистов в 2024 году на данный момент на Spotify. Первое место – Golden, третье место – Layover. Поздравляем наших мальчиков! Известный тайский певец из группы Chandelier Music назвал Чингука своим биасом. Поклонники Конг Тхап сказали ему, что он похож на Чингука, и он сказал, что счастлив, потому что Чингук успешный артист, и люди говорили ему это и раньше. Также он сказал, что восхищается талантами Чингука и станцевал Seven по просьбе фанатов.
Конечно, он ни капельки не похож на Чонгука. Чон единственный и неповторимый, но парень движется в правильном направлении, так как его биас – наш талантливый мужчина. Буддийская монахиня упомянула Тэхёна в шоу «Глава 2, куплет 1» на канале KBS. Вопрос: какая твоя любимая группа? Ответ: BTS. Вопрос: какая твоя любимая песня? Ответ: Fire. Вопрос: кто твой любимый участник? Ответ: Мистер Ви. Вопрос: почему он тебе нравится? Ответ: потому что Ви красивый. Никто не может устоять перед красотой Тэхёна, даже мужчины в него влюблены. Нефанат Кей-поп впервые отреагировал на песню Love Me Again. Его голос заразительно блестящий. Несправедливо, что он так хорошо звучит. Ох, его глаза! Несмотря на то, что это было размытое видео, это все равно можно было увидеть в его глазах. Это было предательство, боль или какая-то печаль, которая настолько сильна, а он ее даже не поет, ничего не делает с лицом. Это все рассказывают его глаза. Возможно, Тэхёну удалось так хорошо передать смысл песни, потому что это грусть из его собственной жизни. Знаменитый корейский певец и актер Пак Джи Хун, известный по ролям в дорамах «Слабый герой первого класса» и «Песня о любви к иллюзии», слушал песню Чонгука «Seven» на своем лайве в Инстаграм и похвалил его. Ах, Чонгук, Сонбэним, как и ожидалось, спел потрясающе. Ух ты! Он также обожает творчество Тэхёна. Ви занял первое место в рейтинге «Самый красивый мужчина в мире» 2024 года. Geeks for Geeks упомянул настоящее имя Ви, Ким Тэхён, и написал: он известен как участник корейской мужской группы BTS и является влиятельной фигурой мировой музыкальной индустрии. Он часто появляется на различных самых популярных рейтингах, входит в рейтинг самых красивых мужчин и часто привлекает внимание своими особенными образами. Его чувству моды можно позавидовать, и он считается законодателем моды в индустрии кей-поп и мировом мире моды. 28-летний парень имеет множество рекордных достижений и огромную базу поклонников. Нет, но он реально не дает моделям и единого шанса выглядеть лучше. Как же не повезло модельным агентствам, что Ким Тэхён выбрал музыку. Ну а теперь поговорим о топ-5 пикантных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 5-е место. Ребята спят под одним одеялом. Бон Вояж на Мальте Чонгук в одиночку спал под своим одеялом 2 ночи, но когда к нему в комнату заехал Тэхён, вот такой диалог мы получили. Тэхён: я видел здесь еще одно одеяло. Чонгук: правда? Я использовал это. Тэхён достает 2-е одеяло. Чонгук нюхает свое одеяло. Оно воняет и выкидывает одеяло на пол. То есть до этого Чонгук спокойно спал под своим одеялом, и ничего ему не воняло. Но как только Тэхён вытащил 2-е, Чонгук быстро придумал максимально очевидную отмазку, чтобы спать под одним одеялом вместе. Ну, Чонгук и жулик. Ах, хитрец. 4-е место. Чонгук вовремя напомнил Тэхёну, о ком он должен заботиться. Тэхён на секунду забыл, где его муж и кому он должен поправлять воротник. Но Чонгук быстро привел его в чувство. Легкое прикосновение к его талии, без слов, очень нежно. Ну, у них очень женатое поведение. Мы же все это видим, правда? 3-е место.
Секретное рукопожатие Чингука и Тэхёна. Когда Тэхёна спросили, что за секретное рукопожатие с Чингуком, и Тэхён ответил: это способ сказать, что я рад снова встретиться с тобой. Такие милые лапочки, интересное приветствие. Эти жесты только для них двоих. Интересно, как они вообще такое придумали. Дело было вечером, делать было нечего. Давай-ка придумаем движение нашей симпатии и порадуем наших армий. Второе место. Два любящих сердечка соединились в одном городе. Вспомните, как гордо выглядел Тэхён после того, как сказал: «Мое сердце тоже в Пусане». И просто улыбка Чингука после этого. Какие они счастливые и настоящие. Я всегда с ума схожу от того, как Чингук смотрит на Тэхёна. Он просто зависает, как мой компьютер. Кстати, если человеку вы очень нравитесь, он замедляется и как бы зависает. Годы следуют друг за другом, и единственное, что никогда не переставало восхищать меня на протяжении этих лет, это любовь, с которой Чингук смотрит на Тэхёна, независимо от того, как он выглядит. Тэхён накрашен и при полном параде. Тэхён с прыщиками и в растянутой кофте – неважно. Глаза Чингука буквально превращаются в сердечки при виде него, а его рот так и норовит рассказать Тэхёну о том, как он прекрасен, даже если он слышит это уже в 1000-й раз. Мемберы просто сосредоточены на хореографии. В это время Чингук облизывается на своего Хёна. Понимаем и не осуждаем. Кто бы на его месте поступил по-другому? Первое место. Чингук всему научит своего бойфи. Тэхён: научи меня делать это колесо. Чингук: о, это на танцевальную паузу? Тэхён: да, я хочу попробовать, это моя мечта. Ну и конечно, Чингук научил Тэхёна делать колесо, потому что не мог не согласиться и отказать своему кукленку. Чингук очень внимателен к Тэхёну, он исполняет любой его каприз, как настоящий любящий мужчина. Я уже не помню, чтобы Чингук отказал в чем-то Тэхёну. На этом я заканчиваю данную тему. Обязательно дождитесь продолжения. До встречи!